криптоэнтузиастики, ну что, максимальный позитив вам в хату. У нас рыночек растет. На данный момент у нас 27 октября. И скоро будет заканчиваться 4-й квартал. Считаю, что рынок потихоньку начинает погружаться в медвежку. И у нас, в принципе, остается только одно. Ну, заключительная фаза. Не было, в принципе, эйфории, но есть некоторые, конечно же, показывают метрики, то, что эйфория была именно в марте 2024 года. И все-таки у нас сильнейшая раскорреляция на рынке. Альткоины показывали альт-сезон в марте 2024 года. Биткоин свои хаи показывает у нас буквально осенью 2025 года. Полнейшая раскорреляция. И сейчас, чтобы вернуться нам, конечно же, к мартовским ценам по альте, это уже нужно от 5 до 30 иксов. Потому как большинство альткоинов просто укатались. Так как у нас раскорреляция, нужно фиксировать прибыль по разным альтам в разный период времени. Если, конечно же, XRP нужно было ранее фиксировать, когда она стоила в диапазоне $3,6, то BNB, например, можно сейчас еще и зафиксировать. Zcash у нас сломал медвежью дивергенцию. Сейчас нужно Zcash рассматривать от лонга, потому как там вырисовывалась шортовая ситуация, но на данный момент Zcash ее сломал. И вот этой вот шпилькой мы просто-напросто улетели намного выше. Здесь у нас формировалась медвежья дивергенция. Zcash, в принципе, ее поломал. На данный момент у нас лонговая ситуация по Zcash. Zcash я говорил, что нужно частично фиксировать. Фиксируйте частично прибыль и выносите средства, бабки с рынка, потому как не будете фиксировать, останетесь с монетками до конца жизни. Мы неоднократно рассматривали по истории то, что большинство монет просто-напросто умирает. Если даже посмотреть вот историю 2013 года, у нас здесь, допустим, вот бычка, да, август, бычка, у нас XRP стоил, например, там, сущие копейки, такие вот монетки, как Nemecoin, Percoin, Fatcoin, Primecoin, короче, все вот эти вот альткоины просто умерли. Их даже топ-20, если посмотреть, Mincoin, да, какой-то Mincoin, он вообще даже не торгуется, его вообще нету. Не стоит их, конечно же, все эти альткоины хранить до опупения. Вот тоже у нас такая вот монетка. Вот какой-то тут у нас... Даже у них, наверное, был перелистинг или что, непонятно. Короче, все эти монетки, они просто-напросто со временем, скамятся. Так что не забывайте фиксировать прибыль. Мало ли, может быть такое, что в этом цикле у нас BNB посунет даже сам эфириум. Не знаю, посмотрим. В принципе, рынок у нас зазеленел. Одно не нравится то, что мы растем до ставки. И ставка как раз может быть это тот самый триггер для дампа. Потому как прошлая ставка у нас была капитуляция на большинство криптоактивов. Что касательно по цены биткоина. На данный момент мы здесь отрисовали такое вот красивое двойное дно. Мало ли, может быть, мы медвежью структуру всю сломаем и улетим выше. Но в принципе что? Мы подошли пока что $115 тысяч. Это у нас тут здесь большое сопротивление. И что у нас по сигналам? Была у нас лонговая ситуация. Мы рассмотрели то, что был сигнал на покупку 20 октября. Мы неоднократно рассматривали это все в видео. Все четко отработало у нас. И здесь у нас раз, два, три хорошие цели можно было забирать. 8% чистого движения биткоина на споте. Я неоднократно говорил, что не нужно на фьючи лезть. Так что на споте можно было это все дело торговать. Сейчас на данный момент мы подошли к сопротивлению. И тут нужно будет, наверное, подождать. По MACD вырисовывается очень интересная ситуация. То, что у нас здесь пошли покупки. Это очень хорошо. Это все у нас локально. Давайте посмотрим на недельке. Может, есть какие-то сигналы. На недельке у нас наоборот здесь идут продажи. Продажи. На MACD видно то, что продажи. И на MACD продажи, сигналов нету. И интересный момент, что касательно самого биткоина, сейчас я вам покажу такую вот метрику. Здесь по поводу продаж мы видим то, что продажи идут. Киты, это у нас киты, supply китов. Здесь на данный момент
только продажи, нету покупок. Покупки у нас у китов были буквально вот с марта 2025 года были покупки, и сейчас на данный момент они распродают. Пока что разворота нету. Если мы это все дело вот так вот увеличим, здесь есть небольшой такой вот крючочек, вроде бы как разворот, но чтобы был здесь слом структуры нисходящий, нам нужно увидеть хотя бы такое движение, которое было, ну, например, в апреле, да. Мы достигли некого дна, здесь пошли у нас покупки, мы уже начинали все это дело покупать, а у нас дно все свердлилось и свердлилось по биткоину. И был слом структуры, как раз здесь вырисовывался слом структуры, и биток начал перформить, ставить свои новые хаи. Пока что здесь ситуация очень напряженная. В принципе, ну, по данной метрике мы видим то, что у нас продажи. Вот что. Еще есть одна интересная метрика, показывает такие вот у нас волны, и она нам показывает то, что в этом цикле мы достигали вот этой вот красной скользяшки, а эта красная скользяшка как раз пик бычьего цикла. И мы ее достигли, смотрите, как раз в марте 2024 года. Ну, это просто трэш. Март 2024 года, когда биткоин пошел на свой исторический перехай, это было до халвинга биткоина, показывает данная метрика нам то, что была сильнейшая эйфория на битке. И это был пик по эйфории. Сейчас хоть даже у нас и перехай, но мы просто-напросто уже поджались к вот этой вот оранжевой скользяшке. А когда мы подходим к этой оранжевой скользяшке, это как раз тот самый момент, когда мы разворачиваемся на медвежку. Смотрите, 21 год. Вот мы тоже поставили пик январь 21 год, да, мы вот вышли. Потом пик мы поставили март 21 год, апрель. И скользили. Тут уже даже мы хоть и пошли на перехай, то подошли к оранжевой скользяшке уже буквально декабрь 2021 года. Мы ее пробиваем и уходим вниз. И это было то самое погружение на медвежку. В принципе, сейчас на данный момент аналогичная ситуация. Но мы знаем то, что у нас есть раскорреляция на рынке. И, конечно же, может быть такое, что здесь биток будет флетить. Мы с вами увидим какой-то отстрел альты. Ну, например, такой, как вот BNB стреляла. Часть BNB остатки там пофиксировал, например. Вот Zcash у нас стреляет. Zcash у меня нету. Dash движение показывает. И может быть такое, что альткоины тоже здесь будут показывать какое-то движение, нужно их фиксировать. Вот мы видим аналогичную ситуацию. Мы подошли к оранжевой скользяшке. Здесь ситуация напряженная. Да, может быть такое, что биток, конечно же, сломает всю медвежью здесь структуру. Мы видели неоднократно то, что у нас биток по RSI даже видно, что он по RSI или по RCI, кто как хочет, так пускай себе и выражается, видно то, что мы в принципе рисуем медвежью дивергенцию. Даже хоть и сейчас вот на месячном графике у нас биток вроде бы как и восстанавливается, но здесь конкретный медвежий дивер. И это все видно как раз с марта 2024 года. Вот у нас был пик, да, вот у нас дивер. Нам нужно сломать этот дивер. Нам нужно просто-напросто сломать, чтобы мы ушли хотя бы в диапазон 70 пунктов по стохастику. Вот сюда вот примерно 70 пунктов, чтобы мы ушли. Тогда мы сломаем медвежью дивергенцию. Нам нужно сделать здесь движение на месячном графике. Ну, мы пока что этого не видим. Дивергенция есть, она присутствует, не будем это исключать, конечно же, но нету того самого движения хорошего на альткоинах. На месячном графике биток закрывается как волчок, это у нас неопределенность. Мы прекрасно знаем, что четвертый квартал у нас всегда положительный для биткоина, но будем надеяться, что у нас все будет хорошо и манипулятор даст нам какие-то иксы. В принципе, вот так вот. Не будем исключать то, что вероятность медвежки очень высока, и мы можем опуститься ниже вот этой вот оранжевой скользяшки. Если мы ниже нее опускаемся, это все хорошие цены для накапливания битка в долгий ящик, конечно же. Ну вот у нас была эта аналогичная ситуация 17-18 год, мы опустились ниже оранжевой скользяшки, это медвежка. Аналогичная ситуация была у нас и вот у нас получается 14 год.
В принципе, вот так вот. Здесь видно, что у нас на данный момент долгосрочники продают, краткосрочники накапливают. Здесь у нас аналогичная метрика нам показывает то, что уже просто-напросто пик был поставлен в 2024 году, в марте. И на данный момент силы здесь нету. Цена хоть и растет, но силы у нас нету. В принципе, вот так вот, криптоэнтузиасты. На данный момент мы видим то, что большинство участников этого пузыря на данный момент находится в плюсе. За исключением вот этого вот небольшого момента. Те, кто покупал биток, допустим, с июля 2025 года, они находятся в минусе. Вот. Ну, здесь просто-напросто небольшой период времени, июль 2025 года. Здесь краткосрочники у нас, ну, буквально тут пару месяцев, 3 месяца, которые люди находятся в минусе по биткоину, если им чисто там на хаях случайно удалось прикупить. Если представьте, если начнут вот эти вот все люди продавать биток, если будет сильнейший паник сейл, а он может, конечно же, произойти, потому как это вам не золото. Это вам, в принципе, не золото. Что касательно золота, мы видим то, что на недельном графике у нас была сильнейшая перегретость на стохастике, и на данный момент у нас пошли продажи. Мы видим то, что сила уже падает. И, в принципе, что? Потихоньку начинают золото распределять. Такая вот у нас структура здесь формируется. По всей видимости, мы будем здесь боковить с обновлением каких-то там лоев. Может быть такое, что проторгуем вот этот вот фитиль. Все может быть. Но в принципе, я думаю, что золото может еще сходить на 4800 сюда вот. Это все нужно время. Это не какой-то тут щиткоин. Здесь будет длительный период времени проторговки. Золото остановилось в росте, и на данный момент крипта зашевелилась потихоньку. На 4-часовике видно, что продавили. Ну, сейчас нормально так продавят это все дело. Может быть такое, что некоторые металлы у нас тоже пойдут за золотом. Ну, такие как медь, черные металлы. Здесь уже конкретная распродажа пошла. Что касательно эфириума. Эфириум у нас продолжаем формировать такую вот фигуру. Может быть такое это бычий флаг. И все-таки хочется увидеть выход эфириума, ну, выше где-то чем $5000. Потому как если эфириум не уйдет на перехай как BNB, то тогда смысл с этого эфириума в следующих циклах. Я вообще даже в этом не вижу никакого смысла. Закончились у нас разные тестнеты туда-сюда, там и L2 решения уже полностью они не нужны, потому как можно даже эфириум переводить в сети BNB и вообще бесплатно, можно даже и не париться и не платить никакие комиссии. Здесь ситуация у нас тоже лонговая, на дневке есть сигнал на покупку, смена тренда, но эфириум отстает от битка. Сейчас эфириум должен стоить где-то в диапазоне 4500, но мы пока что не видим этих цен. Но все равно эфир можно хорошо отторговать. Вчера я покупал эфириум, делал пост в телеграм-канале. Кому интересно, телега в описании под видео. Кстати, кто реферал мой на одной из бирж, могу вас добавить в закрытый канал. В принципе, вот так вот. По эфириуму давайте посмотрим недельку. Что у нас здесь? На недельке нету никаких сигналов. Есть сигнал на продажу. Очень такой жесткий, тяжелый. 8 сентября. Эфир нужно продавать. Красное облако. Все. Но пока что мы не пробили по эфиру диапазон 4300-4500, о смене тренда здесь очень тяжело, конечно же, говорить. В принципе, вот так вот. И на MACD мы видим то, что у нас сильнейшие продажи на эфире. Вот что. На недельке, конечно же, ситуация очень тяжелая. Рынок вообще тяжелый. Сделали здесь небольшой отскок. 2 недельки вроде бы и роста. Ну как, прошлая неделя и эта неделя. И уже у всех полностью эйфория, альт-сезон, опять туда-сюда. А то, что мы, допустим, например, не можем пробить $5000, то за это уже быстренько все забыли, конечно же. И то, что биток уже длительное время находится на хаях своих, и мы можем погрузиться на медвежку, это никто, конечно же, не рассматривает. Все продолжают топить за биток в $200 000. Но мы здесь уже потихоньку начинаем окрашиваться в такой вот салатовый цвет. И это не очень хорошо. В принципе, ожидаем конец октября, начало ноября. Посмотрим, что нам подвезет ноябрь. Хочется увидеть
конечно же, какое-то боковое движение по биткоину и догон эфира битка. Дай бог у нас это все случится. На 4-часовике эфириум подошел к своему сопротивлению. Мы не обновили цены 13 октября. Может быть такое, что мы увидим сегодня эфир в диапазоне 4300. А может быть такое, что локальное движение уже и закончилось по эфиру. Но по MACD здесь видно, что можно немножко двигаться. Эфир относительно биткоина показывает то, что эфир еще слаб. И мы вот-вот вроде бы как ломаем нисходящую структуру. Мы пробили нисходящий тренд, но нету конкретного движения выше трендовой линии и нету никаких здесь пока что закрепов. Ситуация пока что остается напряженная. У нас здесь такой вот нисходящий клин. Зачастую клин пробивается вверх, потом мы здесь делаем закреп. И только после этого закрепа проторговок у нас начинается истинное движение. Вот, в принципе, вот так вот. До перехая нам еще очень далеко. Здесь, в принципе, с текущих нам нужно сделать движение на 20%. И это очень большое движение. Ну, просто очень большое движение. Без влива капитала в рынок мы это навряд ли сделаем. В принципе, вот так вот. Но может быть такое, что какую-то часть денег перенесут с битка в эфириум. И все-таки мы увидим хорошее движение еще по эфиру. Вообще, неплохо было бы увидеть вот такие вот цели по эфиру. 0.6, 0.7, 0.8. Ну, это может произойти в том случае, если, конечно же, у нас цикл растянулся, у нас полная раскорреляция битка будет относительно эфириума, и мы с вами, конечно же, это увидим. Доминация. Давайте посмотрим доминацию биткоина. Что у нас по доминации? На данный момент доминация у нас растет. На часе у нас здесь небольшой рост. Так, час ночи мы падали. С 22 часов мы падали, все, мы здесь падали. Домка потихоньку начинает падать. Может быть такое, что эфир начнет догонять биток, и доминация биткоина начнет падать. Но слома пока что восходящего тренда нету. Мы здесь с вами формируем такой вот очередной, можно так сказать, представить, медвежий флаг с ложным выходом с данного канала. Ну, здесь просто-напросто была сильнейшая шпилька на манипуляции, которая произошла 10 октября. Но медвежий флаг такой вот у нас вроде бы как присутствует. И дай бог мы с него выпадем, просто-напросто вниз сюда вот пойдем. И, конечно же, было бы неплохо увидеть еще хорошее падение доминации битка. Но не знаю, будет ли это или нет. Может быть такое, что мы уже в принципе погружаемся на медвежку. И если мы действительно погружаемся на медвежку, отрисовали уже хай по биткоину, то в дальнейшем медвежка развивается только с увеличением доминации биткоина. Только с увеличением. Вот как у нас в принципе было вот здесь вот. Да, конечно же, многие не верят, говорят то, что не может быть такое, чтобы доминация была на хаях и мы уходили на медвежку. Да все может быть на этом рынке. Все может быть. Когда-то кто-то думал, что золото не может быть в диапазоне $4000. При цене золота 800 тысяч баксов. Все может произойти. Все. И что касательно DXY. DXY нам как раз подсказывает то, что в принципе бакс завершает свою медвежку. В принципе мы видим то, что сегодня у нас DXY открытие было. Вот у нас 27 октября, и здесь мы видим сильнейший рост. В принципе, вот так вот. Интересный здесь момент. Мы можем посмотреть то, что на MACD DXY с мая 2025 года завершил, можно так сказать, ну, можно даже сказать не завершил, а отрисовал свое медвежье вот здесь вот настроение полностью. Как раз с момента пошлиных Трампа. И сейчас на данный момент мы видим какие новости. Типа Трамп там что-то смягчает, они будут там убирать какие-то пошлины или еще что-то там. Ну, короче говоря, идет смягчение торговых войн. И здесь мы видим то, что по MACD у нас уже здесь завершается вот медвежье движение. Давайте включим недельку, посмотрим. Аналогичная ситуация, смотрите. Здесь у нас февраль 25 года, идем на медвежку,
Уже практически год мы на медвежке по DXY. Продажи, 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 и пошли розовые свечи, типа откупы. Но это индекс, но MACD показывает нам обратную сторону. То, что здесь уже сформировали они дно, и вот у нас будет пересечение. Вот у нас будет пересечение. Вот у нас будет пересечение, и аналогичная ситуация у нас была в 2021 году. Смотрите, вот у нас тоже было здесь вот пересечение. Июнь 2021 год. Пик бычьего рынка по криптовалютам. Пересечение. И дальше пошло все дело вверх. Доллары не начали спасать. Все у нас хорошо, типа. Не будет никакого кризиса. Сейчас здесь всех пугают тоже рецессией и кризисом. И я думаю, что все-таки у нас, дай бог, не произойдет этой рецессии и кризиса, как был в 2008 году кризис. И они доллар здесь спасут и потянут его просто вверх. Конечно же, тот, кто сидит в долларе, относительно курса своих национальных валют, станет намного богаче. Ну и, конечно же, нужно вообще желательно сидеть в долларе, пока что есть возможность накапливать доллар. И здесь, конечно же, перевернуться с доллара в национальную валюту. И дай бог, доллар начнет вот так вот потихоньку расти. Если мы этого с вами не увидим, то у нас, мы это все рассматривали, у нас здесь формируется такой вот медвежий флаг, просто огромнейший медвежий флаг, который берет свое начало еще с 2008 года. Вот, даже с 2007 года. И мы можем просто шлепнуться вот сюда вот. И это будет тот самый триггер. Вот здесь вот начало апокалипсиса. И будет такая самая ситуация, как в 2008 году. Но я надеюсь, что это не произойдет. Правда, на месяце мы видим обратную сторону. То, что у нас MACD просто-напросто сильно перекуплена здесь большая. И мы просто тянемся вниз. Но здесь вот на месяце видно первая розовая свеча. Вроде бы как MACD отрисовал уже свое донное значение. Розовая свеча. Дай бог, здесь у нас начнется вот такое вот восходящее движение по доллару. Где-то вплоть до 27 года. И здесь появятся не только розовые свечи, но и зеленые. Ну, как ситуация, как было вот здесь, вот, да, 2021 год. Ситуация, как было у нас вот 2017 год. Ситуация, как было у нас вот 2011 год. Вот, может быть такое, что здесь они развернут, и на MACD это будет видно. В принципе, вот так вот. DXY нам говорит о том, что все-таки уже медвежка здесь завершается с чуть ли не сказал с битком. Медвежка завершается с баксом, и в принципе может быть такое даже, что они и не включат печатный станок, потому как ФРС очень длительное время боролись и с инфляцией, и ронять им опять доллар, ну это думаю, что ни к чему. Они могут даже и не включить никакой печатный станок. Посмотрим, понаблюдаем в принципе. Посмотрим, понаблюдаем, и считаю, что здесь стоит присматриваться и накапливать, конечно же, доллар. Накапливайте по возможности доллар. Биток у нас открылся с огромнейшим гэпом. У нас здесь есть гэп на часе. Мы его будем закрывать. Только когда мы его будем закрывать, никто не знает. Даже этот гэп видно на дневке. Мы его можем отметить. Вот у нас был здесь небольшой гэпчик такой. Здесь мы тоже можем отметить этот гэп. Не очень хорошо. 12 тысяч долларов. Это говорит о том, что мы, наверное, сюда придем. Может быть такое, что это будет и на этой неделе. Да. Сильнейшая, конечно же, раскорреляция. Не ожидал я сам такого бычьего тренда по крипторынку. Хотелось бы увидеть что-то другое, что-то иное, но мы этого не увидели. У нас есть здесь сильнейшее сопротивление в диапазоне 115 тысяч долларов. Посмотрим, протестим мы ли его или нет. Но можно так сказать, что биток в принципе достиг своих целей. И все четко отработал. А сейчас нужно посмотреть, что будет дальше с битком. Дай бог, чтобы у нас, конечно же, эфириум хороший показал тренд. Если мы посмотрим на бирже CME, то у нас здесь иная ситуация. Сигнал лонговый у нас открылся, появился 24 октября. И может быть такое, что здесь только начало лонгового тренда. Если мы видим здесь, например,
то у нас на данный момент тут, в принципе, что видно? То, что у нас лонговый сигнал был 20 октября, в принципе, очень далеко здесь. И уже основное движение произошло. То на CME, в принципе, у нас здесь сигнал 24 октября. Здесь есть некое запоздание. Дай бог, может быть такое, что здесь есть смена тренда, и мы все-таки уйдем на перехай. Клин у нас остается актуальным. Мы его можем просто-напросто пробить вниз и конкретно уйти на медвежку. Если мы не пробиваем сопротивление 115-116 тысяч долларов по биткоину, у нас здесь будет реакция сильнейшего продавца, мы уходим просто-напросто на медвежку. Вот так вот. Но дай бог, этого у нас не произойдет, мы не будем уходить на медвежку. Может быть такое, что мы уйдем на ретест гэпа и все-таки пойдем в верхнюю часть клина и пробьем 136 тысяч долларов. Дай бог. Дай бог. Хочется, конечно же, этого нам увидеть. И в принципе может быть такое, что в этот момент у нас еще немножко доминация биткоина упадет, и мы все-таки отработаем этот медвежий флаг по доминации битка. В принципе вот так вот. Рынок у нас зазеленел, это очень хорошо. Одно только напрягает то, что у нас будет на этой неделе заседание ФРС, и это ставка. И по истории такое было, вот буквально в сентябре мы видели дамп, в июле мы тоже видели дамп. В июне тоже было заседание ФРС, мы видели дамп, и это просто трэш. Это просто трэш. Конечно же, альткоины сейчас двинулись, ну тут буквально на 20-30%. Все опять начинают кричать то, что альтсезон, альтсезон. Но вот за месяц мы видим то, что монетка CAL нужно фиксировать, Virtual нужно фиксировать, Dash нужно фиксировать, Zcash нужно фиксировать, BNB нужно фиксировать. Фиксировать нужно. И иногда вытягивать деньги с рынка. На недельке P 14%, Hyper Liquid, ну в принципе Aptos 10%, ну вот такое тут, он даже $3 не может преодолеть. Ну 3,60, там 4 пускай не может преодолеть. В принципе вот такое вот у нас движение. Arbitrum. Ну, вот у нас Arbitrum 30 центов. Сейчас, чтобы Arbitrum ушел на $3, это нужно, чтобы капитализация Arbitrum была в 10 раз увеличилась. У него сейчас на данный момент капитализация 3 миллиарда долларов. Это будет 30 миллиардов. Блин, уже оговорка пошла. 30 ярдов. Ну, это просто капец, блин. Это просто капец. Рынок очень тяжелый. Альта вообще в этом цикле конкретно интересных движений не показала. И видно по многим метрикам то, что у нас хайп рынка был именно в марте 2024 года. Тогда большое количество людей пришло ко мне в телеграм-канал, даже подписалось, на YouTube подписалось, и казалось бы, вроде бы это только начало, дальше будет бычка, 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 но в итоге оказалось, что это была та самая эйфория и засаживание людей в крипту. На данный момент ситуация очень сложная, и выбраться будет, наверное, нелегко. Но нужно следить каждый день за графиками, смотреть, может быть какой-то альткоин показывает движение, и конечно же не нужно не забывать забирать какую-то прибыль. На фьючерсную торговлю лучше не лезть, если вы даже там и сидите. Строгий риск money management, строгий риск money management. А так можно на споте. Биток, эфир, тренды забирать, движения лонговые. Забираем движения, шортовые, лонговые. Конечно же, шортовые это нужно в фьючерсы заходить, но лонговые можно на споте забирать даже по битку, по эфиру. Какие-то альткоины по возможности усреднять, ожидать роста, движения по ним. Вот как, например, у нас Zcash, Solana, BNB, например. Может быть такое, что Doge оправится, пойдет, Litecoin пойдет. Ну и, конечно же, прощаться потихоньку с альтами, частично их распродавать. В принципе, вот так вот. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба. Все ссылки есть в описании под видео. Кто, конечно же, мой реферал, можем добавить в закрытый канал. Всем пока, до связи и мирного неба.